Приветствую вас на канале про кино. Здесь мы говорим только про те проекты, которые достойны вашего внимания. В предыдущем ролике я рассказал вам о фильмах, которые ждут нас в ноябре. В этом видео мы поговорим о сериальном контенте, который нам уготован в последнем осеннем месяце. Так что сделайте себе чай, усаживайтесь поудобней и поехали! Наше время. Франция переживает политический кризис, что дает почву радикальным настроениям. Группа заговорщиков нанимает профессионального киллера для устранения президента. Убийца известен под кличкой Шакал и славится выполнением самых сложных заданий. Однако спланированное покушение оборачивается провалом. С этого момента сам Шакал становится объектом охоты. «День Шакала» – адаптация одноименного романа Фредерика Форсайта. Сериал снят в жанре драматического триллера. Роль антагониста киллера исполнил Эдди Редмейн. Его роль известного ученого в фильме «Вселенная» Стивена Хокинга принесла ему не только мировую известность, но и премии «Оскар» и «Золотой глобус». Роль протагониста досталась Лашане Линч, заявившей о себе ролью Розалины Капулетти в драматическом сериале «Все еще связанные», который является сиквелом трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Премьера первого сезона сериала, который состоит из 6 эпизодов, ожидается на стриминге Peacock 7 ноября 2024 года. Сюжет этого сериала повествует об Алексе Кроссе. Он заботливый отец и семьянин, но он также детектив и судебный психолог, который обладает уникальной способностью проникать в умы преступников. Алекс одержимо копается в головах убийц и жертв, что позволяет ему эффективно раскрывать сложные запутанные дела. «Кросс» – криминальный триллер, созданный по мотивам серии романов об Алексе Кроссе, написанной Джеймсом Паттерсоном. Это не первая экранизация, и Алекса Кросса в предыдущих фильмах играли золотоглобусный Идрис Эльба и даже оскароносный Морган Фриман. В этот раз роль главного героя выпало сыграть не столь титулованному Элдис Ходжу, но хорошо показавшему себя в сериале «Воздействие» и биографическом фильме «Голос улиц». Премьера первого сезона сериала на Amazon Prime Video назначена на 14 ноября 2024 года. В центре сюжета действия – происходящее на планете, где воздух ядовит и непригоден для жизни. Люди были вынуждены построить огромный бункер, чтобы защититься от опасной среды. Он разделен на несколько уровней, а общество стало иерархическим. Первые жители бункера установили ряд законов, соблюдаемых на протяжении многих поколений. Но что произойдет, если вся система окажется на грани разрушения? «Бункер» – фантастический антиутопический драматический телесериал. В основу сюжета лег цикл романов Хью Хауи. Главную роль в сериале исполнила Ребекка Фергюсон. В историческом сериале «Белая королева» она воплотила Элизабет Вудвилл. И это принесло ей не только всемирную славу, но и номинацию на премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в мини-сериале. Также на экране вы увидите главного беглеца из Шоушенка Тима Роббинса. Нас ждет уже второй сезон этого увлекательного сериала, старт которого запланирован на 15 ноября на Apple TV+. На сегодня рейтинг сериала на IMDb составляет 8,1 балла. Этот сериал перенесет нас в мир нефтяных вышек. Благодаря черному золоту города западного Техаса переживают экономический бум. И этот бум настолько масштабный, что меняет климат, экономику и геополитику. Большие деньги привлекли в эти края разношерстную публику, от грубых рабочих до миллиардеров. Их объединяет одержимость дикими авантюрами. Это история о сложных судьбах нефтедобытчиков, их взлетах и падениях. «Землевладелец» – драматический сериал, созданный на основе подкаста «Бумтаун». Режиссером и сценаристом проекта выступил Тейлор Шеридан, номинант на премии «Бета», «Золотой глобус» и «Оскар» за сценарий к фильму «Любой ценой». Титульную роль исполнил актер, режиссер и сценарист Билли Боб Торнтон, обладатель именной звезды на Голливудской аллее славы. Также на экране мы увидим некогда суперпопулярную, но уже немного забытую Деми Мур. Первый сезон сериала, состоящий из 10 серий, стартует на Paramount Plus уже 17 ноября этого года. События, показанные в этом сериале, происходят за 10 тысяч лет до истории, рассказанной в фильме «Дюна». Это эпическая сага о сестрах Валье и Туле, которые сражаются силами, несущими угрозу человечеству. Главные героини организуют тайный женский орден Бене Гессерит. Благодаря тренировкам члены этого ордена получают ряд уникальных способностей. «Дюна. Пророчество» – фантастический сериал по роману Брайана Герберта и Кевина Джея Андерсона «Орден сестер Дюны». Проект является частью медиафраншизы, в которую входят обе части фильма «Дюна». Главные роли исполнили Эмили Уотсон, отмеченная 2 Оскарами, как лучшая актриса за свои роли в фильмах «Рассекая волны» и «Хиллари и Джеки», Трэвис Фиммел,
известный ролью легендарного Рагнара Лодброка в историческом эпике «Викинги», и Марк Стронг, известный киноманом по многим своим ролям. Премьера сериала состоится 17 ноября 2024 года на канале HBO. Ава и Нейтан ждут ребенка. Но есть проблема. В их отношениях пропала искра. Нужно найти решение, как вернуть страсть в свою жизнь. И таким решением становится запуск подкаста о серийных убийцах. И это не только меняет их жизнь, но и открывает новые горизонты. Изучение мира серийных убийц делает их отношения более глубокими и крепкими. Кто бы мог подумать, что такая тема может их объединить. Основано на реальных событиях, сериал в жанре комедийного триллера. Да-да, это так называется сериал, а не то, что вы подумали. В актерском составе, пожалуй, выделяется только Кейли Куока. Роль главной героини в комедийном сериальном триллере «Бортпроводница» принесла ей номинацию на премии Эмми и «Золотой глобус». Сериал стартовал на канале Peacock в июне прошлого года, и теперь нас ждет второй сезон, начало показа которого запланировано на 21 ноября 2024 года. Рейтинг проекта на IMDb на сегодня составляет 7,2 балла. 16-летняя герцогиня Элизабет фон Виттельсбах, известная под прозвищем Сиси, влюбляется в австрийского императора Франца Иосифа. Несмотря на то, что Франц должен был обручиться с ее старшей сестрой, герцогиней Элен, Элизабет умудряется выйти за императора замуж. Такой ход событий настраивает эрцгерцогиню Софи против молодой императрицы, но бунтарская натура Сиси не даст себе в обиду. «Императрица» – исторический драматический сериал немецких кинематографистов. Ведущие роли исполнили немецкие актеры Деврим Лингнау и Филипп Фруассан. Эти имена ничего нам не говорят. Но замечу, что когда сериал появился на платформе Netflix, в первые 2 недели он уверенно занимал вторую строчку по популярности среди всех сериалов Netflix во всем мире. Теперь нас ждет второй сезон, который появится на стриминге Netflix 22 ноября 2024 года. Рейтинг сериала на сайте IMDb сегодня составляет 7,8 балла. Также нам предлагают мини-сериал, который поведает историю Айрона Сенны. Он один из самых выдающихся гонщиков бразильского автоспорта. Мы узнаем о его профессиональной карьере, которая принесла гонщику мировую известность, и о его семейных и романтических отношениях. К сожалению, трагическая ошибка, допущенная 1 мая 1994 года во время Гран-при Сан-Марино Формулы-1, привела к аварии и гибели великого гонщика. «Сенна» – бразильский биографический сериал. Режиссерами выступили Висенте Амарим и Джулия Розенде. Роль легендарного гонщика исполнил Габриэль Леоне. Те из вас, кто смотрел фильм Майкла Манна «Феррари», видели его в роли Альфонсо де Портага, которая вывела актера в ранг мировых звезд. Премьера первого и, скорее всего, единственного сезона сериала состоится 29 ноября 2024 года на стриминге Netflix. Ну что, у меня на сегодня все. Такими будут самые интересные сериалы, которые выйдут в ноябре этого года. Если ты вдруг забыл стать нашим подписчиком, то обязательно подпишись. А еще ты можешь стать спонсором нашего канала. Конечно же, если тебе нравится то, что мы делаем. Всем пока-пока, услышимся.